Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке «Караван-салон Дюссельдорф». И сегодня мы решили заглянуть на еще один интересный стенд, мне очень показалось это любопытным. В прошлом ролике мы были на стенде Евромобиль, и сегодня мы на стенде Forster. Это такой низовой бренд, все еще той же компании Евромобиль, только собирается в Италии. Низовой в смысле, вот как у Адри есть Sunliving, это машины подешевле, попроще, а здесь вот это. И, собственно говоря, решили посмотреть интересную одну планировку алькованного автодома на шасси Ford Transit. Вообще у Forster достаточно богатый выбор различных планировок, только алькованных автодома аж 4 варианта. То есть есть вариант у нас альков и 2 раздельные кровати сзади, и посередине соединяется еще, кладем подушку. Ну, то есть примерно как в Матриксе. Есть вариант с одной большой кроватью сзади. Есть вот вариант наш, где 2 кровати друг над другом есть. И есть, где маленькие кровати сзади, и сбоку здесь еще диванчик есть раскладной. И, ну, в общем, примерно как это как А70 ДК, плюс-минус. И есть какая-то из этих версий, да, как раз вот эта, похожая на А70 ДК, только тут все немножко сдвинутое. Я про Sunliving А70 ДК. Дверь у нас здесь сзади, а у Sunliving'ов она спереди. Ну, в общем, вот такие нюансы. Напишите в комментариях, как вам кажется, какая из этих планировок интересна, какая понравилась вам, какую бы вы выбрали. Ну, интересно, естественно, есть еще различные другие модели, не алькованные. С самого начала я решил заглянуть в кабину, потому что Ford Transit для нас новое шасси. Но я думаю, что все чаще и чаще мы будем встречать Ford среди автодомов и в наших обзорах, и в целом на выставках, потому что на рынке что-то такое меняется, и вот мы, собственно говоря, здесь. У нас Ford, двигатель фордовский, коробка автоматическая, 130 лошадиных сил мотор. Что первое бросается в глаза? У нас здесь мультимедиа стоит очень простая, прям практически привет Nokia 3310, но это связано в первую очередь с тем, что у нас бюджетный автодом. Бюджетный вариант мы такой сегодня смотрим, поэтому здесь все сделано в первую очередь ради доступной цены. И, естественно, у Ford тоже есть нормальная мультимедиа со всякими там CarPlay и так далее, современными фичами. Но при этом здесь вот, как и у Fiat, что меня порадовало, есть подставка, встроенная для телефона в Транзите. Я об этом, по крайней мере, раньше не знал, никогда не задумывался, но теперь вот увидел и рад, потому что эту подставку мы любим, когда нету CarPlay у тебя, это достаточно важный момент. По помощникам здесь есть спид-лимит, круиз-контроль, кнопки управления звонком, треками, музыкой на руле, все это есть. В остальном такой достаточно топорный, простой вид имеет эта панель, ну, потому что у нас это коммерческий транспорт, но если Ford будет больше появляться в автодомах, наверное, и по дизайну здесь начнут что-то дорабатывать. Fiat тоже раньше выглядел абсолютно таким грубым, да и Sprinter был, честно говоря, так себе. А сейчас посмотрите, как у нас выглядит новый последний Fiat, посмотрите, как у нас выглядит Mercedes Sprinter, хотя это все тоже коммерческий транспорт. Как бы годы использования этих машин людьми, которые привыкли ездить на легковыми, они в качестве там грузовиков для дальнобойщиков, сделали свое дело. Здесь у нас кондиционер, какого-то там климат-контроля особенно нет. Ну, просто включаем кондиционер, нету возможности, я имею в виду, выставить температуру. USB-порт и прикуриватели, такие как бы кармашки. И по бокам удобные достаточно подстаканники. Все, регулировка зеркал электрическая. В остальном по кабине чего-то такого особого необычного отметить нечего, кроме одного. Я здесь встретил то, чего никогда не видел при таких планировках. У нас пассажирское кресло поворачивается в салон.
Обычно поворотные кресла ставят в автодомах только когда у нас здесь же сразу столовая группа, чтобы мы как бы разворачивались к столу. И всегда это делается в паре, водительская и пассажирская. Ну, не всегда, наверное, вы сейчас скажете, нет, это там где-то, вот в таком-то есть и так далее. Я имею в виду в большинстве популярных моделей. То, что делает Hummer, то, что делает Adria, то, что делает там Евромобиль, по-моему, из того, что я увидел, ну и так далее, и так далее. То есть, я не знаю, там крупный, Морел или еще что-то, везде, где у нас есть вот эти поворотные кресла, это в целом про то, что мы разворачиваемся в столовую группу. И обычно в паре. Может быть, где-то есть, но это что-то такое вот нестандартное. И тут меня, конечно, это удивило и на самом деле порадовало, потому что, господи, да это дополнительное просто место, кресло, в которое можно присесть, считай, просто в жилом пространстве. Вы приехали, вам совершенно не обязательно там сидеть за столом, вам просто можно вот так вот откинуться, опустить кресло, расположиться, оно весьма удобно, у него есть подлокотнички. Где-то здесь у вас, возможно, будет установлен телевизор, и вот вы сели, не занимая места в жилом пространстве, в этом кресле удобно развалились. В общем, вот первый такой нюанс, который бросился в глаза, меня порадовал. Движемся потихоньку из кабины в сторону жилого пространства. Итак, столовая группа. Тут достаточно популярная планировка. У нас просто два диванчика напротив друг друга. Есть ремни безопасности и здесь два, и здесь два. То есть 4 человека плюс 2 в кабине, итого на 6 персон у нас рассчитано вот в движении. Пассажирские места. Что при этом немаловажно, у нас есть возможность вот этот столик здесь опустить, и вот давайте начинать считать спальные места. Такое гостевое место, опускаем столик, есть дополнительная подушка, которая сюда кладется, и у нас получается здесь такое спальное место. Ну и, конечно же, у нас есть альков, это алькованный автодом, там два просторных, огромных спальных места наверху. С точки зрения дизайна, конечно, вот эти все фасады глянцевые, подсветки светодиодные по всей длине очень приятно создают такой дорогой вид визуально. Глянцевое покрытие на столе. Не знаю, насколько оно практично будет и долго прослужит, то есть, потому что нужно проверять, как вот качество материалов, насколько хорошо это долго выдерживает в таком симпатичном виде. Но что, конечно, удивляет, что здесь у нас есть кожзам, а не ткань, что у нас вот это вот таким образом выглядят фасады, и при том, что это эконом. То есть, если сравнивать с Sunliving, то вот как минимум вот эта часть, в которой мы сейчас находимся, чисто визуально, насколько в эксплуатации, не знаю, тут надо временем проверять, но, конечно, тут вот это выглядит выигрышнее, при том, что они в ценовом сегменте, как бы конкуренты, грубо говоря, вот с тем же Sunliving и Adria. Это не может не радовать, это мне чем-то напоминает историю с Лайкой. Визуально я всегда любил, и мне всегда нравилась Лайка, то, как это сделано, при том, что вроде достаточно доступно, но при этом выглядит весьма дорого. Но я еще в Евромобиле, кто видел Евромобил, прошлый ролик, один из прошлых, говорил о том, что как будто бы, когда вот в этой компании, в этом холдинге они делают дизайн, начинает один человек, а потом он бросает, и дизайн где-то продолжает другой, и все это немножко такой Франкенштейн, как будто. Нету целостности. И даже в Sunliving, который достаточно доступный, ты заходишь такой, да, это бюджетно, да, это просто, но это как вот мебель Икеа. То здесь, пока я сижу в столовой и вот так вот дальше никуда не смотрю, у меня ощущение, что все хорошо, достаточно дорого-богато. Как только я поворачиваюсь на шкаф рядом, пожалуйста, у нас двери каким-то абсолютно странным образом решены, то есть просто вот это вот ламинированный глянцевый фасад. Он просто лежит на вот этом достаточно дешевом фасаде под дерево, и они как-то вот так вот топорно состыковались. Это просто никак не врезанное, не аккуратно дизайнерски не обыгранное. Это просто прямоугольная доска, которая вот так вот бам, все, пожалуйста, это у нас шкафы. Мало того, цветовые решения. Здесь мы видим светлую отделку, а дальше на кухне просто откуда ни возьмись берется вот этот кусок темного фасада. Нет, там в столовой тоже за моей головой, вы, наверное, видели в предыдущем кадре, это было. Но здесь просто у нас вдруг темный шкаф внизу цвета венги, накладка над дверью цвета венги,
прямо вот так сталкивается с желтым, как это, клен называется цвет обычно, или что-то в этом роде. И все те же белые глянцевые фасады. Почему так? Почему они здесь встречаются? Почему не сделать все едино темным? Или едино светлым? Или какая-то, чтобы в этом была концепция плоскостей, которые именно так распределены? Вообще я не могу уловить ни малейшую логику между цветовыми этими решениями. Может быть, это я такой придирчивый к дизайну каким-то моментам, потому что ввиду, наверное, своей творческой профессии, я просто не могу на это закрыть глаза. Я захожу и сразу это вижу. Возможно, кому-то это не такие принципиальные моменты, и вы скажете, да ладно, двери работают, ящики открываются, планировка удобная, в принципе, какого она цвета, ну, все равно. Окей, это ваше право. Я лишь говорю здесь о своем ощущении, о своем мнении. И давайте все-таки перейдем к кухне. У нас здесь большой ящик, и внутри еще маленький ящик, где должен быть, по идее, лоток для вилок ложек, но его здесь в комплектации сходу нет, но это, наверное, не самая большая проблема. Он стоит 3 копейки. Дальше у нас слева открывается еще дверь, и здесь у нас двери просто ниши, полочки. Вот тут, кстати, прикольное решение, удобное. Есть небольшой бортик у полочки за счет вот этого выреза, и, соответственно, то, что у вас лежит внутри, когда вы едете, часто начинает болтаться и перемещаться по пространству. И когда вы открываете дверь, оно падает, потому что оно вот взяло и подъехало прямо к двери. Соответственно, этот бортик не даст этому произойти. Замки-фиксаторы, кстати, на ощупь достаточно качественные. Легко защелкиваются, отщелкиваются. Внизу есть еще одна дверка, и здесь еще одна дверка и просто полочка. Наверху плита газовая на 2 огня. На самом деле редко, обычно всегда на 3. Мы видим в подобного размера автодомах. Но тут вот 2. Ну, не думаю, что это проблема. У меня, если честно, дома вообще плитка индукционная на одно место, и мне хватает. Мойка закрывается дощечкой. Дощечка очень легкая, и, честно говоря, вот не внушает у меня особо доверия, и здесь никакой там разделочной поверхности нет. Вот это прямо ты берешь и чувствуешь почему-то эту дощечку, что это дешево. Хотя выше берешься за полочку, и она прям с доводчиками очень приятная, такая монументальная, в отличие от этой дощечки. Вот как-то все здесь все время так странно встречается. У окна тоже есть весьма, с точки зрения дизайна, странная рамочка из пластика такого какого-то поликарбоната литого, собранная как-то как будто бы наспех, чтобы закрыть крепежи штор. В целом по кухне это, наверное, в глобальном смысле все. Вот подсветка включается здесь какой-то отдельной кнопкой, розетка 220 вольт. Холодильник у нас от Tedford. И когда мы смотрим его верхнюю часть, все весьма стандартно. Обычный 140-литровый холодильник, включаем газ, электричество 12-220 вольт. Но когда мы закрываем дверь, мы видим, что она у нас короткая. И если мы потянем снизу, то у холодильника есть еще внизу лоток, который при этом открывается отдельно. И это любопытное решение, потому что я так подумал, эти холодильники, они же, не самые энергоэффективные. Они особенно на газу, вот когда они могут работать на газу, например, особенно на 12 вольтах. Ну, в общем, когда вы едете в движение и включаете его работать от электричества, если у вас нет газа, холодит он, не то чтобы сильно хорошо. Лучше всего от 220 и газа. И, соответственно, лишний раз открывать всю большую дверь, чтобы достать что-то из одной части, это лишний раз выпускать холод. А так вот какие-нибудь там фрукты или вещи, я не знаю, там баночки пива поставили в этот лоток, и вы только быстро открыли этот лоток, достали и закрыли. Не распахиваете весь холодильник. Это интересная модель холодильника, я опять-таки такую лично я встретил впервые. Над холодильником есть еще небольшая полочка. Слева у нас санузел. Здесь у нас туалет Tedford с электросмывом, небольшая раковина утоплена в столешницу, есть полочка наверху, тоже малюсенький выключатель для подсветки и розетка 220 вольт. Ну, а рядом душевая кабина, которая находится отдельно, то есть у нас никакого трансформера лишнего нету, закрывается вот этой пластиковой дверкой и на магните фиксируется. С точки зрения эксплуатации должно быть достаточно нормально, по размерам тоже здесь, мне кажется, более-менее, вполне себе хорошо для таких габаритов. Единственное, что мне бросается здесь в глаза из чего-то нестандартного, это снова вот это какая-то полнейшая эклектика в дизайне. Тут глянцевый фасад, тут другого какого-то чуть оттенка, как будто глянцевый фасад. Раковина не в цвет столешницы, она просто белая. Тут светлый клен этот отделка, тут венки, тут еще другой глянцевый фасад, хромированные ручки. В общем, все, что могло здесь вот как-то так вот хаотично собраться, оно здесь собралось, и это вот, пожалуйста, как бы. С точки зрения эксплуатации окей, визуально, есть вопросики. Ну и, наконец, самое интересное, почему я выбрал эту планировку.
Считаем еще раз места. 2 спальных места в алькове, гостевое 1,5, грубо говоря, места в столовой группе собирается, ну такое очень условное. И в задней части у нас огромная двуспальная кровать, но высоко, двухъярусная. Как примерно в Sunliving K70DK, планировка очень похожа, но там у нас узенькие кровати, 80 сантиметров, а здесь это 120 или даже 130 сантиметров кровать, высоко. Соответственно, еще 2 спальных места, но это же не все. У нас внизу еще одна кровать. Вот, посмотрите, есть еще одна кровать, и она такая же двуспальная, она у нас как бы в багажнике тоже, и если необходимо, ну ладно, это мы позже посмотрим. Вот этим меня планировка, конечно, очень удивила и порадовала. Это интересное решение, мы получаем итого 6 спальных мест, прямо полноценных, хороших двуспальных кроватей, то есть 3 пары комфортно здесь располагаются на этих ровных матрасах, и даже еще 1 или даже 2 человека могут разместиться в столовой группе на вот этом разборном спальном месте. Поэтому с точки зрения планировки меня прям приятно удивило и порадовал вот этот вариант. Я его выбрал для того, чтобы посмотреть. Но все еще по-прежнему даже здесь меня удивляют с точки зрения дизайна. Опять налеплены все возможные цвета воедино, и даже светильники не попадают в единую цветовую температуру. Эти светят холодным, а вся остальная лента по автодому светит чуть более теплым оттенком. Это немножко странно. Если вы думаете, что я смотрю через желтые очки, я снимал очки, я проверил, посмотрел. Нет, все еще так же, температура не сходится. При входе над дверью расположился пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Здесь мы можем включить, отключить общее освещение, включить насос, посмотреть, сколько у нас есть чистой воды. Кстати, сколько бак чистой воды, я не знаю, по той причине, что здесь информация на стенде не указана, поэтому переходите по ссылке в описании, и всю техническую информацию, которой вам не хватило, вы найдете там. На выставке иногда сходу тяжело собрать, надо потом по каталогам все это искать, собирать, и вот к ролику мы уже стараемся все это прикреплять. Заряд аккумуляторов, можем также посмотреть температуру снаружи, температуру внутри. И, конечно, рядом пульт управления печкой Truma Combi. Пульт вот у нас здесь аналоговый. По большому счету здесь у нас внутри все, кроме того, что над шкафом наверху, это вот еще один момент, просто по сути гардероб стоит. Как знаете, вот эти раньше стенки были, их ставили во все квартиры, эти одинаковые стенки, и наверху потолки у всех разные, остаются какие-то странные нелепые места. Вот здесь такое же ощущение. Поставили гардероб, альков начался, наверху ни бортика, ни какого-то места для хранения, никакого эргономичного использования этого пространства нет, просто стоит шкаф, а выше полукруглый потолок. Как так может быть, ну, я не очень понимаю, но вот это то, что мы здесь имеем. Идем наружу. Вот таким образом снаружи мы поднимаем кровать, фиксируем ее карабином. Ну, с другой стороны, не буду фиксировать, понятно, что она будет ровнее. И получаем достаточно большое багажное отделение. Еще одно преимущество того, что кровать двуспальная, это то, что багажник получился просто какой-то гигантский. Матрас в целом можно убрать, закинуть наверх, все это подтянуть и прижать плотнее вот таким образом, потому что эти карабины подтягиваются, лента, на которой они сделаны. И мы получим прямо реально огромное багажное отделение. И от салона мы его тоже можем отделить, чтобы у нас никакой груз никуда не падал, не болтался. Вот так закрываем дверь. Раз, два. Все. Просто гигантский, огромный багажник. Я, конечно, не уверен, что здесь нигде нет шильдика, не уверен, что здесь можно прям какой-то большой вес нагрузить. Но я думаю, что килограмм 200, там 150-200 должно быть. То есть там поставить мотоцикл какой-то, скутер спокойно, еще, не знаю, кемпинговых стульев штук 30 заложить и хоть на огромную компанию. В общем, размер багажника и вообще его все решения меня порадовали. Здесь ничего особенного нет. Здесь есть просто ниши, несколько вот таких колец на полу для фиксации грузов, и вот поднимается кровать. Все. Просто большое пространство. Фонарик, который был над кроватью, теперь оказался здесь и светит нам в багажник. Ну, выпускное отверстие от печки Truma есть. Естественно, здесь у нас будет теплый воздух поступать в это пространство. По правому борту у нас газовый отсек, 2 баллона 22 литра. Далее подключение сети 220 вольт и 2 вентиляционных отверстия холодильника. Сзади у нас одно окошко, то есть верхняя кровать сзади окошка не имеет. Но что еще сзади важно, это камера заднего вида. И в таком классе автодомов за эту цену на это стоило бы обратить внимание, поэтому я это и сделал. Она установлена у нас уже штатно, специальное такое место, выступающий такой элемент, прямо в общей концепции всего дизайна внешнего. Это интересно, это классно. По левому борту кассеты биотуалета Тедфорд, 20-литровая, стандартная, и выпускное отверстие печки Truma.
Вот оно. Переставил немножко тут рекламу. Печки, трубы, выпускное отверстие. И далее у нас заливная горловина чистой воды, как я уже, по-моему, говорил, или здесь еще не говорил, не знаю, сколько бак. Нет у меня здесь никак этой информации, поэтому по ссылочке в описании переходим. Ну, заливная горловина у Форда в целом расположена там же, где и у Фиата. Привычно, стандартно. Здесь мы заправляем дизель. Forester A699 DVB мы сегодня с вами посмотрели. Неоднозначные снова ощущения, как и от Евромобил, потому что, с одной стороны, вроде как машина недорогая, и в ней много всего интересного для такого класса и конкурентоспособного на самом деле, тому же Sunliving. С другой стороны, в первую очередь в визуальных моментах и в каких-то вот, технических, как это сделано, там эти острые углы у дверей шкафа, которые просто накладываются, это такой момент интересный. Пишите в комментариях, как вам такой вариант, понравилось, нет, и, собственно говоря, хотели бы себе такую, может быть, машину, давайте обсудим. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас продолжают выходить ролики из Дюссельдорфа. Колокольчик поставьте, потому что только тогда вы будете получать уведомления и ни один ролик не пропустите. Мы смотрим различные бренды, стараемся искать какие-то интересные новинки этого года. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч, пока!